Андрей получил от матери письмо, в котором она просила его приехать погостить хотя бы на недельку. В конце же сообщала, что двоюродный брат его Сашка женится и приглашает их с женой к себе на свадьбу. «Жена!» Бодрым голосом позвал он Лизу, и когда она нехотя отозвалась из кухни, обрадовал ее. «Жена, на свадьбу нас приглашают». Лиза промолчала, а Андрей стал доказывать ей, что поездка в деревню необходима. «Во-первых, я не был там целых 4 года. Во-вторых, нужно же с матерью повидаться, помочь ей. В-третьих, свадьба». Он не скрывал своего удовлетворения. Женится все-таки стервец. Представляешь, за 30, а он еще только женится. В конце концов решили, муж поедет один, так удобнее и расходов меньше. Подходя к деревне, он ощутил в теле легкую усталость от дороги, но радость приезда заставила тут же забыть о ней. Неужели он не был в деревне целых 4 года? Женился Андрей, потому что пришло время, стукнуло ему тогда 25. Он оказался в большом городе, у дальних родственников. А у них были близкие знакомые, а у тех дочь на выданье. «Пара?» Ахнули все при первой же встрече и стали сначала полушутя, а потом всерьез считать Андрюху женихом, а Лизу, так звали дочь близких знакомых, невестой. Она была не дурна собой, кореглаза, представительна и только чуть-чуть широкоскула, немного играла на гитаре. На 5-м месяце учебы в аспирантуре парень, к великой радости родственников, сделал Лизе предложение. Свадьбу сыграли по-русски широко, родители невесты не поскупились ради своей единственной дочери. Летом мужчина повез жену в деревню. Лиза была на 7-м месяце беременности и, пользуясь своим положением, капризно помыкала мужем. В деревне она не проявила особого любопытства ни к лесу, ни к речке, ни к домашним животным. Девушка терпеливо скучала, часами сидела у окна над книгой, и только уступая настойчивым заботам мужа, шла с ним на поляну или к пруду. Однажды Лиза сказала, что ей нужно показаться врачам, заторопила его с отъездом. Мать провожала их до леса, при прощании не выдержала, заплакала, и у сына надолго осталась в сердце тяжесть от этих слез. Через 2,5 месяца Лиза родила девочку, которую назвали Элеонорой. Отец жены выхлопотал молодоженам квартиру. Мужчина подходил к дому, в котором родился и вырос, с благоговейным умилением в душе. «Вот моя деревня, вот мой дом родной», – про себя декламировал он. Мать обняла сына молча и даже не спросила, почему приехал один без семьи, а он, не дав ей опомниться, выложил из чемодана гостинцы. «Это тебе, мама. Зачем мне столько? Себе бы что-нибудь купили лучше». Мать хлопотала на кухне, поставила самовар, достала из-под печи десяток яиц, клубничное варенье, плошку малосольных огурцов. Несколько дней молодой человек провел так, как хотел. Утром, проснувшись, бежал к роднику умываться, пилил и колол дрова, лежал на задворках под липами, перед сном шел за деревню и гулял где-нибудь на безлюдье. Незаметно приблизился день Сашкиной свадьбы. Когда Андрей вернулся с реки, за невестой уже уехали. Мать заторопила сына. «Иди одевайся быстрее, да пройдись вдоль деревни нарядный-то». Из прогона под гору выкатился грузовик с пировыми. Машина подъехала к дому жениха с песней. Кроме гостей в кузове было приданое. Все это принялись весело сгружать. Когда кузов опустел, он увидел на краю его молодую женщину в красном платье. О ней, видимо, забыли, и она растерянно ожидала помощи. Андрей подошел к ней и, придерживая, опустил на землю. Женщина поблагодарила и тут же отошла к своим. Лица ее он не рассмотрел, запомнил только близко увиденные ноги, стройные с бронзовым отливом. «Почему она одна?» – подумал мужчина, ожидая, когда женщина выйдет из дома. «Все это ерунда, конечно», – говорил он себе, а сам стоял и ждал. Было в ней что-то такое, что задевало в нем самые сокровенные потайные струны, и задевало помимо воли и желания. «Едут! Едут!» – раздались голоса. Первым из машины вылез несколько растерянный жених. Он неловко подал руку невесте, полной слегка рыжеватой женщине,
и повел ее к крыльцу, на котором их дожидалась Нюраха. Поодаль за ними шли родители невесты, отец высокий пожилой мужчина, и мать, женщина довольно толстая, но еще легкая на ногу и не по годам подвижная. Нюраха расцеловалась сначала с женихом и невестой, потом со свахой и сватом. «К столу гости милости просим», — позвала она пировых. Случайно или не случайно женщина, присутствие которой неожиданно стало для Андрея обязательным, села напротив него. Глаза их встретились, женщина улыбнулась ему. Почему она одна? Опять подумал приглашенный. Он давал ей 25-26 лет, хотя выглядела она еще моложе. Станислав вышел на середину комнаты и провозгласил первый тост за жениха и невесту. Андрей через стол потянулся к женщине, стекло слабо звякнуло. Она опять улыбнулась ему, и он ей улыбнулся в ответ. Выпили они вместе до дна, как и полагалось после первого тоста. «Чудно как-то получается», — думал мужчина, закусывая. «Вроде бы ничего и не было между нами, и слова друг другу не сказали, а как будто уже познакомились». Он налил женщине вина и поднял свою стопку. «Выпьем за знакомство. Как вас зовут?» «Оля». «Меня Андрюхой зовут Андреем». Они вместе отпили и поставили стопки на стол. Мужчина узнал, что Оля приходится невесте двоюродной сестрой, что работает она на строчно-вышивальной фабрике в том городе, где он сошел с поезда, живет у родственников. И еще он узнал, что Оля была замужем, но разошлась, и что у нее есть дочка 3 лет. Андрей подошел, пригласил Олю на танец, и она послушно прильнула к нему. «Вы необыкновенны, вы удивительны». От искренности и нежности у него даже слезы выступили. «Мы ведь еще совсем не знакомы», – слабо возразила Оля. «Мы с вами знакомы давным-давно. Я не смогу, просто не сумею сказать вам все, что хотел бы. Но вы удивительны. Вы еще ничего не сделали для меня, но я уже благодарен вам». Она молчала, может быть, ей впервые в жизни говорили такие слова. Она склонила голову, и мужчина ощутил щекой легкое прикосновение ее волос. «Скоро все снова сядут за стол. Я посижу с полчаса и выйду. Вы выйдете за мной минут через 5. Я буду ждать вас в проулке у огорода. Не бойтесь, все уже пьяны, и никто не заметит, что мы ушли». Как слабый огонек вдалеке, мелькнула и погасла мысль. Что же я делаю? Но он встал и вышел. В проулке никого не было. Посторонние разошлись по домам, гости сидели за столом. Слышно было, как шумит застолье. Стоять ему надоело, он стал ходить вдоль чистокола. Иногда сердце падало, не придет. Попытался успокоить себя. Господи, почему я так мучаюсь? Но не придет и не придет. Наконец дверь открылась. Кто-то спустился по ступенькам крыльца. В проулке показалась женская фигура. Она угадал Андрей, и сразу стало легче. Он взял ее руки в свои, бережно подержал их, потом обнял Олю за плечи. Ощутив близкое ее дыхание, он прижал свои губы к ее губам. Оля обхватила его за шею. Поцелуй длился долго. Руки мужчины устали от крепких объятий. Он слегка отстранился, но не отпускал Олю. Провел ладонью по ее волосам. «Уйдем куда-нибудь». Тесно прижавшись, они побрели по тропинке. Все равно куда, в поле в ночь. Проснувшись, мужчина увидел над головой дырявую крышу сарая. В щели прорывались полосы солнечного света. Он сразу же вспомнил все. Душно и приторно пахло сеном. Андрей закрыл глаза и долго лежал так, в подробностях переживая прошедшую ночь. И опять уже неизбежной глухой стеной встал вопрос: а что же дальше? В памяти возникло неподвижное, бесстрастное лицо жены. Воспоминание это было ненужным сейчас, лишним. Он резко поднялся. От этого движения в голову вступила боль, сказывалась выпитая вчера водка. Стрелки часов показывали 7:30. А ведь пора вставать, подумал мужчина и опрокинулся на сено. Оля сообщила: сегодня после обеда мы уезжаем. Как уезжаете? Почему так быстро?
Завтра на работу. Сердце заныло, как будто уже расставались. Но ведь я еще не все сказал тебе. У меня есть жена, ребенок. Я знаю. Подняв голову, она заглянула ему в самые зрачки. Я знала. Знала? И хорошо, что ты знала. Теперь мне легче. На днях я буду в городе у дяди. Мы встретимся и все решим. А сегодня я приглашаю тебя на все танцы. А что другие подумают? Пусть думают что угодно. За стол садись против меня. Я хочу тебя видеть. Мне хорошо, когда я тебя вижу. На музыку стали выходить женщины, образовался круг. Андрей танцевал с Олей, не отпуская ее от себя. Мать на минутку словно по делу позвала его, спросила о том, о чем предостерегала Оля. Что люди-то подумают? Она-то разведенная, а ты женатый. Сын успокоил ее. Пусть мама думает что угодно. Поговорят и забудут. И снова ушел Коля. Она ни о чем его не спрашивала, слушала, что он говорит ей, и молчала. А он говорил много, на него говорун напал. Подошло время, стали собираться к отъезду. Шофер вывел машину из проулка и развернул ее вдоль улицы. Андрей подошел к грузовику, надеясь встретиться с Олей лицом к лицу. Она вышла из дома. Он подошел к палисаднику и сорвал махровые, поникший от собственной тяжести георгин. «Это тебе». Уже держась за борт, Оля обернулась и взяла цветок. «Спасибо. Не забывай меня и жди». Машина тронулась. Мужчина вместе со всеми махал ей вслед. Когда она скрылась в прогоне, Сашка и Станислав взяли его под руки и повели в огород. «Пойдем-ка с окончанием коньячку домашнего. Последняя свадьба у нас в роду, теперь жди, когда дети вырастут. А ты, брат, не промах», — услышал он одобрительный Сашкин голос. «За Ольгой смотрю, приударил. Баба хорошая, мимо не пройдешь. Только вот с мужиком не повезло ей, проходимец достался». Андрей проснулся в кровати в горнице. Потирая болевшие виски, безуспешно пытался вспомнить, как оказался дома. Он окликнул мать. Она вошла тут же и подала ему телеграмму. «Выезжай немедленно, в среду Казачковых именины. Целую. Лиза». Рука с телеграммой тяжело повисла над полом. Он закрыл глаза. Боль в голове отвлекала, мешала думать. «Мама, мне бы кваску или чего-нибудь поострее». Мать принесла в литровой стеклянной банке квасу. Он был холодный и кислый. Сын жадно выпил его. «Спасибо, мама. Сейчас я встану. Надо ехать», — решил вдруг Андрей. «И сегодня же сейчас». Словно ее подтолкнул кто-то изнутри, она встрепенулась, засуетилась, собирая сына в дорогу. Телеграмма избавила его от ненужных и неискренних объяснений. Завтракал он торопливо, как будто в его распоряжении оставались считанные минуты. Мать смотрела на него молча. Прощаясь с нею за банями, он хотел утешить ее, но сам расстроился. «Мама, ты ведь одна у меня. Мне бы тебя к себе взять». И не договорил, обнял, расцеловал ее. «До свидания, мама. Надумаешь, приезжай». Мать ладонью вытерла слезы. «Где уж?» Андрей шагал широко и только несколько раз на ходу оглянулся, чтобы помахать матери. А она стояла и смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся в лесу. До прихода поезда он все время ходил по перрону, то и дело поглядывая на часы. Когда уже объявили посадку, ринулся в буфет и взял стакан вина. «Прощай», — сказал он тихо кому-то отсутствующему. «Вот и вся любовь,